Привет всем! Сегодня рассказ из серии «Где провести зиму». Проводить зиму мы будем на Сейшельских островах, на острове Майе, в отеле «Констанс Эфелия». Будет два рассказа. Первый про вот этот отель «Констанс», а второй будет про отель «Ле Меридиан» Fisherman Cove. То есть мы провели на Сейшелах в этот раз 21 день, половину времени в отеле «Констанс» и половину времени в Фишермане. Соответственно, давайте начнем. Летели мы через Катар. Перелет Вена-Катар около 5 часов, там 3 часа связка между рейсами и еще 5 часов с небольшим до Сейшелов. Это очень удобно, то есть по 5 часов 2 перелета они не утомляют сильно. При этом самолеты, вообще катарская авиалиния, они очень качественные авиалинии. Телевидение у них, в частности, фильмы на русском языке, пожалуйста, можно смотреть. И по ценам эконом-класс 700 евро туда-обратно, премиум-эконом 1400 и бизнес-класс 2400 евро туда-обратно на человека. Вот мы в Катаре, столице Дохи. Это мы ждем связку между рейсами. Там все очень цивилизованно, гигантский аэропорт. Вообще интересно, что внутри Катара таких внутренних авиалиний нету. Страна очень маленькая. При этом Катар, вот этот катарские авиалинии, это одна из таких солидных, одна из крупных в мировом масштабе авиакомпаний, которая летает между разными странами. Некоторые со связкой через Доху, как в данном случае, некоторые просто даже без привязки к собственному аэропорту. Ну, у них много лишних денег, и они их вложили в авиакомпанию. Вообще Катар — это самая богатая страна мира по доходам на душу населения. Вот у них бизнес-класс, то есть там все есть зарядки, USB-зарядки, есть такие стоят маленькие планшеты на столах, там же напитки. То есть вот провести там связку, вот эти 3 часа, она проходит все моментально. Вот. Там внутри аэропорта между терминалами ходит даже такой поезд. Там есть duty-free, но цены какие-то запотолочные, там в 2-3 раза выше, чем в Европе. Ну, нечего удивляться, там все привозное. Но сама схема вот такая перелета через Катар, она очень удачная. То есть у нас была альтернатива, есть прямые полеты из Вены, но это там 10 с лишним, 11 часов, немножко утомительно. Поэтому мы выбрали такой катарский вариант. Вот этим, кстати, и Мальдивы, и Сейшелы, вот это направление, и Таиланд, если лететь из Европы, оно приятно. То есть возможность где-то промежуточно сесть. Потому что если лететь в другую сторону, то есть на Карибы вот, или США, там, хочешь не хочешь, вот свои 11 часов ты в самолете должен будешь провести, что не всегда приятно. Вот. В Катаре мы выходили подышать, там было плюс 20, и это ночью. Ну, у них там все хорошо, вообще богато. Итак, мы едем дальше. Вот. Мы сели в второй самолет, также русскоязычные фильмы. Все, вообще вот они гордятся своим бизнес-классом. Бизнес-класс у них действительно великолепный. То есть удобно. И мы прибыли на Сейшелы. Мы были там ровно 10 лет назад, в прошлый раз. И вот за эти 10 лет страна явно двинулась вперед, к лучшему. В частности, вот появились вот эти намытые островки, на которых возвели отели и апартаменты и дома на продажу. То есть это такой комплекс, там яхт-клуб у них, все нормально у них там. И предлагают богатым и знаменитым, пожалуйста, приобретайте. Цены при этом абсолютно не шуточные, там такой домик стоит 2 миллиона евро. То есть цены
такие совсем серьезные. Ну, возможно, оно того стоит. Вот. А вообще инфраструктура вся на островах, конечно, сильно подтянулась, автопарк изменился в лучшую сторону. И вот наш отель Констанс Эфелия. Констанс — это сеть отелей, она именно таким по островам, по тропикам. Что такое Сейшелы? Это острова с горами, то есть с красивой природой. В отличие от Мальдивов, которые плоские, а на Сейшелах горы довольно серьезные, то есть там все это такой рельеф. При этом про климат. Вода 28, если мелко 30. Воздух ниже 26 не бывает. То есть брать с собой даже какие-то ветровки, там кофточки вообще не нужно. Футболка, рубашка, все. Вот. Вода по температуре абсолютно всегда гарантирована. То есть вот такого, чтобы вода была холоднее 26 градусов, там не бывает. Ну, я потом подробнее поговорю еще на эту тему. Вот смотрите, это план отеля, ну это целый курорт. Вот это южный пляж. Вот запоминаем южный пляж, мы потом подробно будем все это смотреть. Вот это северный пляж. То есть вот у этого отеля два пляжа. Вот. И, пожалуйста, можно пользоваться любым на выбор. Вот это у нас в центре рецепция и главный ресторан, где проходит завтрак и где мы ужинали. Вот здесь у нас мангровый лес. Я про него расскажу. Это интересная такая природная штучка. И здесь у нас магазин. Это за территорией. Мы туда сходим. Магазин – вещь на Сейшельских островах полезная. Итак, вот у нас это административная часть. Там рестораны, там рецепция. Малоэтажное строительство в очень таком красивом, симпатичном стиле. Много дерева. Все это вписано в великолепную природу. То есть все это на фоне гор. Растительность, все поддержано. Это 5 звезд. И, честно говоря, вот это тот случай, когда 5 звезд абсолютно заслуженные. Без каких-то нюансов. Территория очень хорошо оформлена, дорожки. И по территории ходят вот такие электрокары. Вот. Потому что добраться, если ты живешь в районе южного пляжа где-то, добраться на северный пешком можно, но это поход будет. А если солнце, если печет, то это будет не очень комфортно. Поэтому вот эти электрокары, они ходят там каждые 4-5 минут. То есть просто махнул рукой, он остановится. Или на остановке, пожалуйста, сел, поехал. Итак, пляжи. Это у нас южный пляж. Вот южный пляж, он мелкий. Там на Сейшелах есть приливы, отливы. И вот по утрам, когда отлив, вот этот пляж, мы потом посмотрим, иногда он мелеет, просто песок проступает. То есть вот до этого острова можно дойти пешком. Абсолютно. Когда прилив, это примерно к 5-6 часам вечера. Этот пляж становится там уже по пояс, где-то даже по грудь, и там можно искупаться. Он идеальный для детей. Для детей ничего лучше просто придумать, наверное, нельзя. Тут нормальный заход, плавный, мелко. И просто там поболтаться, там, сказать, сесть на дно, и кругом острова. В непогоду тут никаких штормов, ничего такого не бывает. То есть вот это такой для детей и для релакса. Это абсолютно идеальный пляж. Вот, там виды, такая горка. По погоде. На Сейшелы не надо ездить в январе. Вот где-то с середины декабря и по середину февраля на Сейшелы ездить как бы нежелательно. Это там самый низкий сезон, потому что там идет дождь. Вот сезон дождей, он продолжается в принципе до апреля. Мы были там с середины февраля по 5 марта. У нас выпало из 21 дня на Сейшелах, у нас выпало 4 дня. Что значит выпало? То есть не было возможности купаться. Вот. Это абсолютно немного. То есть 4 дня из 21 это абсолютно. Но если вы приедете там в середине января,
на Сейшелы, то вы рискуете половину, там, из 21 дня, там, от 8 до 10 дней у вас будет просто дождь. Но даже дождь, он не так страшен, дождик может пройти, кончиться, потом все, идешь купаешься. Там бывает шторма. Вот когда шторм, это гораздо более неприятно. Вы увидите в ролике во втором про отель Le Méridien Fisherman, там будет вот что такое шторм и какие последствия. Ну, это не для слабонервных. Но если вы приехали вот после середины февраля, вот, то в принципе уже очень комфортно и приятно. Кроме того, важно, что у нас. Смотрите, это у нас уже северный пляж. Северный пляж абсолютно нормальный в плане, там заходишь, там глубоко, там купаться, плавать. Все, это просто вот жемчужина, это такой бриллиантовый пляж абсолютно. Обратите внимание, он не перенаселен, то есть доступ как на северный, так и на южный пляж имеют только жители отеля. На Сейшелах ограничивать нельзя, запрещено, но там просто нет поселений, нет каких-то вот местных деревень, и там нету других отелей. То есть вот де-факто просто население отеля пользует вот эти два пляжа. И как видите, в воде абсолютно спокойно, просторно. Но в плане каких-то вот морских гадов, предупреждения есть, таблички, там морские ежи, там еще что-то такое, ну, не попадалось абсолютно. То есть вот в том плане, что вода чистая, заходишь, ничего тебя там в воде не беспокоит абсолютно. Потом вы видите облачка такие, вот это очень хорошо. То есть вот идеальная погода, когда нет дождя и нет солнца, или солнца какой-то минимум. Потому что это тропики, то есть солнце там очень горячее. Вот в плане крема, обязательно крема от загара надо использовать. То есть сгораете в 5 секунд. И когда солнце печет, вот это немножко некомфортно. Но учитывая, что вода там вот 28 градусов. Понимаете, вот есть солнце, нет солнца, она 28. То есть вот там такого, что без солнца будет холодно купаться или что-то, абсолютно такого ничего нету. Поэтому самая комфортная там погода, когда нету солнца и нет дождя. А вот февраль-март, вот так все происходит. Вот видите, народ ходит. Что там в плане экскурсий? Есть экскурсии, мы в первый приезд ездили, можно на другой остров плавать, можно там посмотреть, у них там национальные парки по горам. Ну, если вы не бывали вот по таким местам, да, вам будет интересно. Причем есть такая форма, просто договориться с таксистом, смотря какими языками вы владеете. И таксист вот по острову тоже, Маге, мы ездили в свое время. Он нам сделал просто потрясающую экскурсию, он знает все вот такие смотровые площадки, все вот такие ключевые места. Вот смотрите, вот этот северный пляж тоже, он очень хорошо ограничен. То есть это такая бухта, и бухта достаточно закрытая, поэтому там вода очень спокойная, то есть волнения какого-то, проблем нет. Ну, вот черепашки, они в нормальных условиях, то есть у них достаточно большая территория, у них есть там такой прудик, есть какие-то камни, есть такие деревья, и они там нормально в человеческих условиях живут и не вызывают какого-то сочувствия к себе. То есть у них все хорошо. Так вот, в плане экскурсии по острову, мы с таксистом поездили, было очень хорошо, он нас свозил вот везде. В плане сплавать на другой остров, да, есть вот там на другие острова, там вам расскажут историю про какого-то могила какого-то европейца, который там похоронен, вот про каких-то там еще. Всякие дела, если вас вся эта экзотика привлекает, если вы там, вот, вам нравятся вот эти горки, да, сплавать, экскурсии достаточно дорогие. Но если вот убить время, то да, можно поплавать, посмотреть. А с другой стороны, там, вот если вы никуда не будете плавать, вот на пляж, вот проснулся, сходил на завтрак, потом на пляж, потом пообедал, потом на пляж, потом поужинал, погулял, все, лег спать. И вот в таком режиме там, в общем-то, и отдыхают, и все довольны и счастливы. Хотя природа такая, вот, ну, просто мы живем в Австрии, мы бывали много где.
И вот удивить чем-то таким нас уже очень трудно, поэтому в этот приезд мы никуда не ездили. Вот смотрите, это у нас мангровый лес. Вот это очень интересное такое чудо, чудное. Видите, это воздушные корни и снизу вода. То есть мангровые леса располагаются в местах, где в океан впадают реки, то есть где вода соленая и пресная вместе соединяются, и где есть приливы, отливы. То есть там вода не такая соленая, как в океане, но с солью. И вот зона расположения вот этих мангровых лесов — это между низшей точкой отлива и высшей точкой прилива. А вот эти корни, вот они так появляются в виде таких достаточно неприглядных, странных, вот такое впечатление, что там пожар был или что-то. Но нет, это нормальная ситуация, они вот так прорастают. Очень интересно. И, соответственно, там водится, ну, трудно себе представить даже, что там может водиться, там всякие и змеи, и чего там только нету. Вот. Там птички прилетают, мы наблюдали, вот там одна сидит в глубине, вот. То есть она по этим корням гуляет и высматривает кого бы там из воды достать и съесть. Вот эти мангровые леса, они на самом деле имеют огромное значение для экосистем. Вот. И по миру они распространены именно в тропической зоне. Они выдерживают где-то до плюс 5 температуру. Вот. А вода должна быть не ниже 20 градусов температура. То есть это такой тропический лес. Но очень интересно, очень своеобразно смотрится. Ну, само собой, там пойти погулять, ну, это такого нету. То есть это абсолютно все закрыто, защищено, чтобы человек туда не совался. А так понаблюдать, конечно, со стороны довольно интересно. Там есть на территории и есть за территорией по дороге в магазин есть вот эти мангровые леса. То есть это тоже элемент такой некоторый для любознательных людей. Вот видите, это за территорией мы. Эта дорожка ведет в отель, и, соответственно, из отеля выходит на дорогу, которая уже такая общего пользования. Мы идем в магазин. Значит, зачем там ходить в магазин? В принципе, в отеле дают воду. Вот в плане воды там каждый номер по количеству там находящихся в номере постояльцев в день такая большая бутылка, у них фирменные бутылки, большая бутылка воды дается. Ну, воду из крана, естественно, пить не рекомендуется. И зачем же тогда в магазин? Магазин за алкоголем, например. Еще за водой там газированной. Алкоголь стоит в отеле, ну, неимоверно дорого. Ну, этот теннис-корт, я не знаю, как они там в теннис играют при 26 минимальной температуре 26 градусов. Это речка. Например, бутылка шампанского, если брать там, сказать, заказывать в отеле, это самая дешевая южноафриканская будет стоить $100. Ну, $100, 100 евро, вот такой порядок цен. А рядом в магазине, если вот пройтись до магазина, это же самое шампанское будет стоить десятку. А это у них там как ромашки. Вот идешь вдоль дороги, такие вот ромашки у них. И вот мы пришли в этот магазин. Ну, местный, аборигенский. Там обычный набор такого, то есть алкоголь. Вот смотрите, есть алкоголь, вот шампанское южноафриканское, вот это вина, тоже в основном Южная Африка. И самые такие вода. Больше ничего не надо. Но сходить, во-первых, это прогулка, во-вторых, ну, покупать шампанское за 100 евро или за 8 евро, все-таки есть разница. А шампанское вечером иногда хочется. Ну, вот тоже опять птичка ходит, кого-то высматривает. Там интересно вот эта река. Ну, как раз река вот впадает в океан. И вот смотрите, сейчас будет там рыба, видимо. Вот смотрите. Вот. Кто-то ее там напугал. Крокодилов тут нету. Но вот места мне очень напомнили в Коста-Рике. Мы как-то были на такой речке, полной крокодилов. То есть там везде были крокодилы. Мы плавали на лодке, и вот кругом только смотришь, вот крокодилы по берегу, вот то они сидят, то они по воде снялись. И самое интересное, что по берегу стояли рыбаки.
Вот просто он стоял на берегу, иногда стоял ногами в воде и удочкой ловил рыбу, вот это местный. И вот был, конечно, недоуменный вопрос, почему он еще жив. Вот, ну, я, честно говоря, не знаю, как это происходило, или как они там с крокодилами договаривались, но вот так. А здесь, на Сейшелах, у них в плане каких-то опасных паразитов, то есть змей ядовитых вроде как нет. А крокодилов тоже нет. Ну, то есть вот каких-то таких гадов, которые бы угрожали жизни человека, на Сейшелах не замечено. Ну, природа видите сами. Мы на Мальдивах бывали дважды в свое время, но вот все-таки Мальдивы, по-моему, сильно проигрывают Сейшелам. При прочих равных условиях, но все-таки тут открытость и природа, а там замкнутые маленькие территории, плоские, ну, большая разница. Это вот тамошние воробьи, голуби, которые везде, которые в ресторане, которые там на террасе бегают, которые попрошайки, которые не боятся людей. Вот, а в ресторане они доставляют таким... Они и еще птички с красными головками такие есть, которые просто там воруют со стола, стоит тебе отойти. Ну, вот они. Вот. Про ресторан и про питание в принципе. Вот с питанием в этом отеле вообще все хорошо. То есть там 5 звезд железобетонные. Там у нас великолепный завтрак. То есть там есть все, фреш, пожалуйста, настоящий фреш, апельсиновый, манговый. Там проводится каждый день, там организуется различная кухня. То есть один день там французская кухня, потом какая-то итальянская, индийская, креольская, китайская. Ну, я все уже и не упомню. Всегда в наличии рыба, свежевыловленная такая печеная рыба. Ну, мы в основном питались, мы вот сколько там были, мясо не заказывали ни разу, не брали ни разу. Вот видите, это как раз когда отлив, вот песок везде проступил, и человек идет по воде к посуху. Вот. То есть в плане питания вообще никаких, то есть выбор широчайший, все свежие фрукты, очень хорошие фрукты, свежие. Ну, то есть вот в плане ресторана там есть два варианта. Ты можешь брать полупансион, то есть завтрак, ужин, или ты можешь брать полный пансион. Есть главный ресторан, завтрак и ужин. И есть несколько ресторанов по территории, где предлагают в течение дня там ленч, можно пообедать, можно поужинать. Ну, мы предпочитали вот в главном ресторане. Вот смотрите, народу нету. Иногда кто-то появится, вот зайдет в воду, походит там, парочки ходят. То есть вот в плане такой приватности это ничем не хуже Мальдивов. Но вот в плане природы, конечно, это несопоставимо абсолютно. Значит, что с берегом, с заходом в воду? На южном пляже там немножко такая колючая, такая мелкие кораллы, но песок, то есть босиком, никакие тапочки там не нужны, чтобы заходить в воду. А на северном пляже там вообще идеальный уже песок такой полностью перемолотый, там просто идеальный такой коралловый песок. То есть мы с собой брали вот эту обувь, когда ты едешь на острова, где есть коралловые рифы, там как бы желательно иметь обувь. Но в данном случае нам вот эта обувь не пригодилась ни разу. То есть ты просто босиком заходишь и все. Вот это такое объявление на телевизоре и бумажечка лежит в номере. Это график, когда они травят москитов. Вот это единственное, кто доставляет людям неудобства. Причем все это происходит вот таким образом. Вот. Это такая газовая атака. Этот газ безвреден для людей, там есть подробное объяснение, что к чему. Просто рекомендуют не подходить, не дышать им и закрыть окна, двери на момент, когда проводится эта акция, значит, и держать там закрытым минут 10 по окончании акции. Вот видите, вот народ бегает, там химическая тревога. На самом деле мы вот за наше пребывание 2 раза проводилась вот эта акция.
И надо сказать, что оно достаточно эффективно, потому что меня один раз кто-то укусил за ногу, но это, так сказать, прошло моментально. Ирину тоже один раз какая-то такая укусила, и тоже это не было что-то особенное. Но мы при этом никаких фумигаторов, ничего такого не включали. Вот видите дождь. То есть вот дождь, вот когда дождь такой, без бури, без шторма, то это на самом деле не проблема, как правило, вообще. То есть он или ночью, или там может там с утра пройти, а потом с обеда у тебя опять солнце, опять, то есть день не теряется. Ну, такие дожди в февраль-марте еще возможны. Что представляет собой номер? Мы потом посмотрим дома, а вот сейчас это внутри достаточно большой, там телевизор есть. Значит, к телевизору HDMI кабель не забудьте, можете свой компьютер подключать, смотреть фильмы, все что угодно. Что мы и делали через HDMI кабель, мы просто смотрели. Интернет нормальный. Если в прошлый раз приезд 10 лет назад интернет практически ползал, то сейчас интернет я замерял 5 мегабит в секунду. То есть это не люкс, не супер, но это вполне позволяет смотреть кино, например. Вот, видите, вот в таких вот бутылках вам приносят воду из расчета бутылка на человека. То есть вот просто вот приносят, ставят в номер. Вот, очень приличный у них это второе помещение, там гардероб, там же вот ванная, там 2 умывальника, там есть ванна, есть душ-кабина. Ну, то есть все, это на таком нормальном уровне. Для наших потребностей все окей. Значит, что там с розетками? Вот смотрите, розетки английские, но в этом отеле есть розетки и для нормальных европейских вилок. Ну, у меня с собой всегда есть переходник такой, но здесь в данном случае он даже не пригодился, потому что можно просто включать в обычную розетку. Это я снимаю с вертолетной площадки. Там при отеле есть вертолетная площадка. Ну, вот видите, там, если поездить по острову, есть такие красивые виды. Все очень живописно. На самом деле островитяне, вот, жители Сейшельских островов, они достаточно обеспеченные люди по африканским меркам. То есть по доходу на душу населения, по реальным доходам. Сейшельские острова опережают ряд европейских стран, таких стран ЕС, например, как Болгарию, Румынию, а такие страны, как Россия, Украина. Там люди живут беднее, чем аборигены на Сейшельских островах. То есть они построили систему, сейчас отели, во-первых, там все забронировано. То есть вот абсолютно все забронировано. То есть там как бы проблем с пустующими номерами в отелях нет вообще. И при этом цены там не шуточные. Вот проживание в этом отеле, вот в этот сезон, когда мы были, с середины февраля, это стоит 550 евро в день, ну, за номер. То есть это очень недешево. Вот это такой вполне хороший уровень. Но там есть на острове отели других категорий, но дешевле 250 в день я не встречал. Но это тоже уровень очень хороший, если учесть, что неподалеку есть Мадагаскар, который развивает сейчас только свой туризм. Вот на Мадагаскаре цены примерно в 10 раз ниже. Там за 30 евро ты можешь снять номер в гостинице. Но там гостиниц выше 3 звезд нету. То есть это уже уровень на Сейшелах не дешевле, чем на Мальдивах. Ну, это такой уровень, наверное, подороже, чем можно отдохнуть на Карибских островах. То есть у них вот эта туристическая отрасль, она развилась и пользуется популярностью. То есть там все налажено. В том числе заходят круизы, то есть круизные корабли тоже Сейшелы посещают. Там есть в этой зоне еще Реюньон, Маврикий, Мадагаскар вот тот же самый, и как-то вот Танзания, Занзибар. И там вот круизные корабли по этой зоне плавают. Вот. Теперь, что касается обслуживания. Обслуживание, мы люди не привередливые. Ну, приходят каждый день, убирают все, вроде как бы все делают, все, что надо. Но мы вот по этому поводу вообще не заморачиваемся. Мы не каждый день пускали их убирать.
через день примерно. Вот, а так абсолютно. Значит, рент-а-кар. Там же в отеле, пожалуйста, есть рент-а-кар. Движение, то есть там машины с правым рулем. Соответственно, движение по левостороннее. Дороги очень узкие. То есть там надо хорошо водить машину. Если вы не уверены за рулем, вам лучше как бы вот взять таксиста и покататься. А так, да, машину взять, покататься самому, это будет просто горные серпантины такие, будут некоторые интересные развлечения. Значит, что касается медицины. В самом отеле есть медпункт. Там есть врач, есть медсестра. То есть, если у вас там что-то там с желудком или там с простудой, ну, мало ли что, все бывает, вы просто обращаетесь, звоните на рецепцию. Это при СПА-центре располагается их медицинский кабинет, и к вам придет доктор. Приедет на каре доктор и вас вылечит. Даст вам таблетки. Ну, то есть там все это тоже каким-то образом налажено. Если сравнивать отдых на Сейшелах с другими местами, ну, Карибы, там мы бывали, последним мы были Барбадос. Нравится Аруба. Про Арубу у меня на канале есть ролики. Ну, скажем, Барбадос брать. А здесь лучше. Здесь вот в плане климатическом, конечно, Сейшелы гораздо привлекательнее. Плюс тут вот возможность такого перелета с посадкой. На Карибы ты должен лететь далеко-далеко. По ценнику Барбадос может выйти даже дороже. Ну, как бы если бы у меня стоял выбор сейчас Барбадос или Сейшелы, я бы однозначно выбрал Сейшелы. По сравнению с Мальдивами, тоже, ну, я уже говорил, то есть совсем другая природа при прочих равных условиях. Ну, Сейшелы гораздо более привлекательны. Это вот так оборудовано перед пляжем, скажем так. Вот эти домики, смотрите, домик на 4 номера. То есть 2 номера сверху, 2 снизу. У тех, которые сверху, у них террасы, можно там сидеть на свежем воздухе. Которые снизу, у них тоже вот эта площадка перед домом, где можно проводить какое-то время, выйти посидеть, выпить того же шампанского. Если сравнивать с Гавайями, которые мне больше всего нравятся, и на канале есть ролики про Гавайи, несколько роликов, то Гавайи проигрывают в плане дальности перелета. То есть, если на Сейшелы ты с одной посадкой, скажем так, прилетаешь, то до Гавайев это 2 посадки. Но это гораздо дальше. Это объективно, просто это дальше. И второе, температура воды. На Гавайях это 23-24 градуса. То есть вода, скажем так, ну, она приятная для купания, но она не шибко комфортная, чтобы там, сказать, барахататься в этой воде, там зайти и полчаса не выходя там сидеть. Тут вода 28. Ну, по температуре воды, конечно, другое. Но на Гавайях есть свои удовольствия, там, особенно если это Гонолулу, если это пляж Вайкики, там такая цивилизация, развлекуха, ну, это на любителя. То есть я бы сказал, что вот Сейшелы для меня это вот стало таким равнозначным направлением с Гавайями. И выбирая, где провести зиму, вот выбор как бы будет стоять впредь между этими 2 направлениями. Так. Это у нас территория, значит, по территории. Для детей там есть небольшие такие площадки, какие-то канаты, какие-то лесенки. Ну, то есть есть куда с ребенком там сходить, чтобы он немножко порезвился. По территории все движение или велосипеды, или вот такие кары. Машина с таким бензиновым двигателем была только одна, за все время я видел. Такой маленький грузовичок, который приезжал за пальмовыми листьями. Там обрубают листья и лишние ветки, и вот эти ветки вывозятся на вот этом грузовичке с мотором, на жидком топливе. А так все очень приятно, все очень спокойно. В хорошем состоянии отель. То есть этот отель достаточно новый, ему немного лет.
И он очень хорошо поддерживается. То есть я так смотрю, за счет того, что они не находятся на пляже Боа-Валон, а есть такой стандарт, штамп, вот, что лучший пляж — это пляж Боа-Валон. Он действительно, это великолепный пляж, во втором фильме вы про него посмотрите. То есть там пляж, конечно, ну, неубиваемый такой. Вот. Поэтому нахождение в районе пляжа Боа-Валон, оно тебе гарантирует высокую цену и хороший спрос. А вот этот отель, он стоит особняком, он как бы вот подальше, он на отшибе. Вот. И поэтому, видимо, они больше стараются, чтобы привлечь клиентов и задержать клиентов. Но вот лично у меня осталось очень хорошее впечатление об этом отеле. И следующая поездка, если вот Бог даст, еще соберемся на Сейшелы, то вот этот отель обязательно включу в программу. То есть вот вообще у нас принцип уже давно такой. Мы уезжаем всегда на 3 недели, на 4 недели, на достаточно длительный срок. И сидеть на одном месте, вот, например, вот месяц сидеть на одном месте в одном отеле, это достаточно скучно, надоедает. Поэтому мы всегда выбираем, там, если Гавайи, то 2 острова, там на одном острове, на другом. Если Сейшелы в данном случае, мы выбрали 2 разных отеля. То есть ты половину времени проводишь в одном отеле, половину в другом. Вот видите, на яхтах приплывают богатые, знаменитые, ну, тоже свои интересы. И мы выбрали 2 отеля. Отель, который Le Méridien Fisherman, мы в нем останавливались 10 лет назад. То есть мы знали, что да, это некоторый гарантированный уровень, там пляж и все такое. Этот отель, мы про него ничего не знали, нам порекомендовала компания TUI, мы покупали все это в TUI, в Вене, австрийской. Вот, и они просто порекомендовали, сказали, вот этот отель вы не пожалеете. А действительно оказалось правда, отель очень хороший, при том, что второй отель, который нам предлагали на Боа-Валон, он стоил, если здесь 550 в день, то там 750 в день. Вот. Но мы в итоге его не взяли, а через Booking.com второй отель просто заказали сами через Booking по цене там 400 с небольшим. Вот. Ну вот видите, здесь открыток, ну такое, виды абсолютно все открыточные. Итак, перелет, вот расходы, какие вам предстоят расходы. Это перелет, да, вы выбираете, либо вы летите там за 700 евро на человека, если вы летите экономом, или 2400, если летите бизнес-классом. Ну вот этот диапазон. Потом отель. Вы оплачиваете отель и, соответственно, какую-то схему питания. То есть мы вот в этом отеле оплатили завтрак и ужин, то есть полупансион. И нам этого вполне хватало. То есть дополнительных расходов, вот мы посчитали потом, за 21 день у нас вышло 1000 евро. Это вот напитки, шампанское, что такое. То есть на самом деле денег, каких-то денег, которые бы уходили на какие-то навязываемые дополнительные услуги, тут нету. То есть деньги большие на это не уходят. Вот смотрите, это отлив, экстремальный отлив. Вот смотрите, как обмелел южный пляж. То есть вот это с утра. А было как раз была полная луна, соответственно, очень большая амплитуда отливов, приливов. И вот когда отлив, вот смотрите, фактически океан куда-то ушел. То есть до этого это частный остров напротив. Вот до этого частного острова можно просто дойти пешком. Вот видите, что творится. Но при этом без проблем садитесь на машинку и на северном пляже купаетесь в свое удовольствие. Вот. Но мы с удовольствием здесь ходили. Вот смотрите, следы мои на песке. Это я уже стою где-то вот на середине вот этой бухты. Просто походить, это тоже очень интересно. Вот смотрите, и это тот же день, тот же пляж уже к там 5 часов вечера. То есть прилив. И смотрите, где песок? Какой песок? То есть вполне абсолютно плещется волна. Океан пришел. То есть там вот на этом южном пляже вот эти приливы и отливы, конечно, очень сильно видны. Итак, давайте будем заканчивать. Садимся в самолет и возвращаемся домой. Продолжение будет про Сейшелы во втором ролике. Там будет про пляж Боа-Валон, великолепный пляж.
и про отель Le Méridien Fisherman's Cove. Поэтому, пожалуйста, подпишитесь на канал, кто не подписан, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать. На канале есть огромное количество роликов про путешествия, а также про лебедей, котиков, жизнь в Австрии и иммиграционные вопросы. Так что что-то для себя вы наверняка на канале найдете. А так, что сказать, общее впечатление. Вы, наверное, поняли, что от этого отеля Констанца Фелия у нас осталось очень-очень-очень хорошее впечатление. Там действительно это все заслуживает тех денег, которые стоит. И возникает желание туда обязательно вернуться. В целом, Сейшелы, как я говорил, за последние 10 лет очень сильно продвинулись вперед. И это стало абсолютно такое цивилизованное направление с великолепной природой и комфортом. На этом все. Счастливо вам!